Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я вам расскажу, как стать фрилансером с нуля. Зачем это нужно и для кого мое видео. В первую очередь для тех, кто хочет по каким-либо причинам изменить свою жизнь, реализовать давнишние мечты, испытать свои возможности. Во вторую очередь мой рассказ поможет тем, кто устал ежедневно ходить на работу и просиживать в офисе свою жизнь. И также для тех, кто хочет посвящать больше времени своим детям, для тех, кто любит путешествовать и не любит рано вставать по утрам. Для начала разберемся, что такое фриланс. Говоря простыми словами, фриланс – это работа на свободной основе. То есть четкого графика и объема работы как такового нет. Также нет и определенного места работы. Работать можно удаленно, как дома, так и находясь в любой точке мира, что очень удобно. Как стать фрилансером? Фриланс как заработок в интернете без вложений требует от вас первоочередного решения нескольких важных задач, чтобы начать постоянно получать задания, выполнять их и рассчитывать на стабильный доход. Представим, что эта лестница к Олимпу ведет несколько ступеней. Определите, что вы можете делать, в чем вы сильны, найдите несколько пробных предложений и выполните тестовые задания. Некоторые работодатели его даже оплачивают. Поработайте не меньше месяца, чтобы понять свой график и сколько времени вы тратите на выполнение заданий. Постепенно расширяйте список работодателей или проектов. Со временем можно увеличить свою команду. Практически 38% фрилансеров в русскоязычном сегменте интернета планируют расширять свою команду. Где искать работу фрилансером? Больше чем у половины фрилансеров есть или была постоянная работа. И фриланс изначально рассматривается как дополнительный доход. Поставьте цели, практично изучая, кто такой фрилансер, читая отзывы тех, кто для себя открыл такое направление, можно заметить универсальность, собранность и желание работать на результат. Среди основных мест, где искать работу, обращу внимание на бирже, размещайте свое резюме и примеры работ, ищите горячие предложения, прямые контакты с будущим заказчиком и выход на них через контакты сайтов, блогов также. Например, зная и понимая, кто такой фрилансер, владельцу интернет-магазина вовсе не обязательно встречаться с иллюстратором лично, отдать задание удаленно и также получить результат, затем оплатив проект. Итак, как заработать на фриланс? Для того, чтобы начать зарабатывать на фрилансе, необходимо прислушаться к себе и понять, чем на самом деле хочется заниматься. Ведь вряд ли получится конструктивно развиваться в том направлении, в котором не будет интереса. Существует 5 обязательных шагов, которые должен выполнить каждый начинающий фрилансер. Первым шагом надо определить направление деятельности. Есть несколько самых востребованных занятий. Это дизайнер, художник, веб-дизайнер, также специалист по тексту, то есть копирайтер, рерайтер, переводчик, редактор, ну и так далее. И на эту тему у меня, кстати, есть бесплатный курс, ссылка в описании. Работа с видео и аудиозвуком, транскрибация, озвучивание текста, ну и так далее. ИТ-сфера, разработка сайтов, игр, программист и прочее. Некоторые сферы деятельности – это фотограф, маркетолог, контент-менеджер. Для начала необходимо точно определиться в том, чему вы хотите посвятить свое время и в каком направлении лучше развиваться как специалист. Надо понимать, что на освоение какой-либо сферы может уйти определенное количество времени. Однако достаток будет значительно выше. Второй шаг – это навык и опыт. Если вы хотите достигнуть хорошего заработка, то, возможно, для получения опыта и навыка какое-то время придется поработать бесплатно. Это могут быть услуги для друзей или родных. Главное, не переставать стремиться к желаемому. Друзья и родные помогут вам понять и, возможно, определиться с направлением. Далее можно попытаться сделать заказы для незнакомых людей за символическую оплату. Обратная связь даст четко понять, от какой сферы лучше всего отталкиваться. Третий шаг – это сборка портфолио. Начинающему специалисту гораздо проще найти заказчиков и перспективную работу, имея какие-либо примеры. Навряд ли кто-либо захочет обращаться к анонимному специалисту без наглядных работ. Портфолио можно разместить на бирже фриланса, на своем сайте, либо в социальных сетях. Четвертый шаг – поиск потенциальных клиентов. Новичкам лучше всего обратить свое внимание на популярные биржи. Пусть и с невысокой оплатой труда, но все же биржа поможет принести знакомство с заказчиками. Когда вы достигнете профессионализма, то уже заказчики будут искать с вами связь. Главное правило фриланса в том, что сначала необходимо работать на опыт и репутацию, пусть даже за небольшие деньги. Ну а потом они будут работать на вас, принося отличный доход. Пятый шаг – выход
выход на следующий уровень. Это означает то, что не обязательно засиживать на биржах долгое время. Получив опыт и репутацию, можно отправиться в свободное плавание. Однако и на бирже, имея высокую репутацию и отзывы, можно уже получать хорошие деньги. Многие заказчики будут рады отдать заказ именно вам. Получив знания, опыт и заказчиков, можно расширить границы поиска работы. Например, создать свой сайт или блог. Получив много посетителей и откликов, можно монетизировать прибыль с проектов. Создать агентство, научиться выгодно предлагать и продавать свои услуги. Обучать людей, передавая бесценный опыт. Открыть онлайн-школу, обучать людей в формате домашних заданий. Это станет отличной прибылью. И какие еще есть простые способы заработать? Если вы хотите заработать, но совсем ничего не умеете делать, то вам могут подойти следующие виды заработка. Выполнение заданий на сайте Яндекс.Толока. Вам потребуется выполнять простые задания, типа сортировки картинок, оценки результатов поиска и так далее. Платят на сайте мало, но все-таки платят. Сервис принадлежит компании Яндекс, поэтому с выводом средств проблем не возникает. И можете посмотреть видео про секреты заработка на Яндекс.Толоке. Ссылку также оставлю в описании. Выполнение заданий в социальных сетях. Например, поставить лайк, сделать репост, вступить в группу, ну и так далее. Платят за одно действие от 2 до 5 рублей, иногда больше. Задания можно брать на сайтах типа formok.com, turbotext.ru. После регистрации на сайте переходите в раздел «Микрозадачи». Там находятся задания по социальным сетям. Наполнение формы, добавление комментариев. Это простая работа, не требующая какой-либо квалификации. Ваша задача добавлять к статьям осмысленные комментарии, создавать новые обсуждения на форумах, ну и так далее. Некоторые владельцы сайтов покупают такие услуги, чтобы стимулировать общение на своих площадках. За один комментарий платят от 3 до 5 рублей, иногда больше. Найти такие задания можно на сайте turbotext.ru. Также после регистрации переходите в раздел «Микрозадачи». Работа в колл-центре. Сейчас многие компании переводят свои колл-центры на удаленку, и операторы могут работать из дома. Вам потребуется звонить людям и что-то предлагать. Работа стрессовая, оплачивается средне, но каких-то особых навыков, кроме соустойчивости, не требует. Работа асессором в Яндексе. Асессор оценивает качество поиска. Вакансия не требует каких-либо знаний или навыков. Необходимую подготовку вы получите, если вас возьмут на работу. Создание сайтов на конструкторе. Если у вас много знакомых, работающих в сфере малого бизнеса, вы можете предложить им недорого создать сайт при помощи конструктора, например, ukit. Или umi.ru. Плюс конструктора в том, что для создания сайта на нем не требуется особых знаний и навыков, а сам сайт выглядит вполне прилично. Вы можете брать за создание сайта от 3 до 5 тысяч рублей и затем получать дополнительные деньги за обновление сайта. Например, захочет клиент добавить новые фотографии на сайт, вы это сделаете за определенную оплату. Также заработок на продаже статей. Если вы совсем ничего не умеете, то данный способ вам, к сожалению, не подойдет. Здесь нужно как минимум писать без ошибок, уметь искать информацию в интернете. Также писать тексты, оптимизировать статьи под требования SEO. У меня также есть видео, можете посмотреть. Выполнение студенческих работ. В интернете есть много сайтов для студентов, где можно заработать, выполняя работы для школьников и студентов, курсовые, рефераты и прочее. Прокачивать аккаунты в компьютерных играх, продавать прокачанные аккаунты, а также предметы, полученные в ходе игры. Писать отзывы за деньги. В интернете есть сайты, на которых платят за написание отзывов. Много на этом не заработать, но какие-то деньги получить можно. Если добиться профессионализма в какой-либо сфере, то можно получать достойный заработок и заниматься любимым делом. Главное не опускать руки и идти только вперед. Желаю вам успехов, а у меня на этом все. Скоро мы с вами увидимся. Всем пока-пока.